Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодняшняя тема нашего видео – это создание простого, но очень интересного и универсального лоскутного блока. Блок небольшой и несложный, его не нужно вымерять и вычислять. Тем не менее, из таких блоков можно сложить очень много разных рисунков и орнаментов. Берем ткань и вырезаем квадраты 15 на 15 сантиметров. Мы сразу нарезаем побольше квадратов, потому что нам нужно много таких лоскутков. Чуть позже расскажу зачем. Вырезали два квадратных лоскутка 15 на 15 сантиметров. Берем один лоскуток, переворачиваем наизнанку и прочерчиваем линию по диагонали от угла до угла. Начертили линию, делаем разметку. Отступаем от линии 7 мм с обеих сторон и отмечаем это расстояние. Сделали отметки по уголкам. Прокладываем две параллельные линии с обеих сторон диагональной линии на расстоянии 7 мм от нее. Линии чертим так, чтобы их было хорошо видно, потому что по этим линиям мы будем прокладывать строчки. Делаем разметку ручкой, чернила которой исчезнут после обработки горячим утюгом. Выполнили разметку. Берем лоскутки с разным рисунком и прикладываем один к другому, лицевой стороной к лицевой. Аккуратно сложили квадратные лоскутки, фиксируем их между собой булавками. Зафиксировали. Прокладываем строчки по разметке на швейной машинке. Строчки прокладываем по двум параллельным линиям, которые мы прочертили с обеих сторон от диагонали. Проложили строчки с обеих сторон. Теперь разрезаем лоскутки по диагональной разметке между двумя строчками. Разрезали. У нас получилось два треугольника. Раскрываем и проутюживаем их горячим утюгом. Заглаживаем швы на темную сторону. Проутюжили. Получилось два квадрата. Теперь нужно обрезать уголки, чтобы они не мешали нам стыковать ткани. Отрезали уголки у квадратных блоков. После всех манипуляций блоки стали немного меньше изначальных квадратных лоскутков. Теперь их размер 13,5 на 13,5 сантиметров. Берем один блок из двух треугольников, разворачиваем его и чертим линию по диагонали с изнаночной стороны от угла до угла. Линию прокладываем поперек шва. Прочертили линию по диагонали. Снова отступаем от нее 7 мм и делаем разметку с обеих сторон линии. Сделали отметки. Снова чертим две параллельные линии с обеих сторон диагональной линии. Чертим все той же ручкой с термочернилами. Сделали разметку. Чтобы шить дальше, нам понадобятся лоскутки 13,5 на 13,5 сантиметров. То есть наш блок из треугольников и третий лоскуток должны быть одного размера. Прикладываем блок к лоскутку и снова фиксируем их между собой булавками. Скрепили лоскутки булавками. Снова прокладываем строчки по двум крайним параллельным линиям, а среднюю линию не трогаем. Проложили две строчки. Разрезаем заготовку по диагонали между двух строчек. У нас опять получилось два треугольника. Раскрываем получившийся небольшой простенький лоскутный блок из трех треугольников. На мини-гладильной доске проутюживаем блок. А шов, чтобы избежать слишком больших утолщений в блоках, заглаживаем на сторону большого последнего лоскутка. У нас опять получилось два блока. И мы точно так же обрезаем уголки, чтобы их потом было проще стыковать. Ну вот, получились маленькие, непонятные, лоскутные квадратики. Но дело в том, что из блоков такой конфигурации
даже при небольшом увеличении их количества получаем огромное разнообразие рисунков. А если немного изменить цвет хотя бы одного или двух лоскутков в блоке, то варианты рисунков стремятся к бесконечности. Вот, например, мы комбинируем лоскутки серо-белого с разными принтами и лоскутки серо-белого с розами. Такие примитивные блоки в разных комбинациях позволяют получить сложные замысловатые узоры, состоящие из полос, геометрических фигур и даже сюжетных изображений. Технология сборки позволяет существенно сэкономить время, силы и материалы. В качестве эксперимента мы добавили в блок лоскуток ярко-синего цвета, чтобы продемонстрировать сочетание контрастных и, на первый взгляд, совершенно неподходящих цветов. Получаются яркие и интересные заготовки для декоративных подушек. А из остальных блоков мы соберем лоскутное одеяло. Остается только нарезать побольше блоков и выбрать тот рисунок, который больше всего вдохновляет. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь и оставляйте для нас свои доброжелательные комментарии. Всего вам доброго. До свидания.